Друзья, прежде чем начнется это видео, я вынуждена сообщить вам очень печальную новость. Спустя 2 месяца после нашего приезда в Москву скончался мой лучший друг, мой любимый пес Вальтер. Для меня это очень большая потеря, мое сердце разбито, и даже несмотря на его преклонный возраст, мне хотелось пробыть с ним как можно дольше. Я думаю, те, кто терял своих любимцев, поймут меня. Вальтер навсегда останется в моем сердце и в моей памяти. Это видео я хотела бы посвятить ему, потому что волею судьбы эта поездка оказалась нашим последним совместным с ним путешествием. Берегите своих любимцев, берегите своих пушистых друзей и наслаждайтесь каждой минутой, проведенной с ними вместе. Всем привет, дорогие друзья! С вами девчонки Лис. Вот и настал для меня час снова собираться в путь-дорогу, паковать чемоданы, запихивать все в машину и отправляться в новое путешествие. В этот раз меня ждет очень длинная дорога. Мне предстоит проехать Украину, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Беларусь. И конечный пункт моего назначения – это Россия. В общей сложности мне предстоит проехать 7 стран и практически 3500 километров. Мои собаки любимые, как всегда, будут со мной. Ну а что было в этих моих поездках и приключениях, моих путевых заметках, вы увидите в этом видео. Подготовка к поездке началась еще летом. Так как мой путь пролегает через страны Шенгена, для въезда в них мне обязательно нужна шенгенская виза, которую я поехала получать в Одессу. Всем доброе утро из Одессы. Сюда я приехала получать болгарскую визу, так как в Киеве посольство временно закрыто на те подходящие даты, которые мне были нужны для подачи. Посольство по техническим причинам закрыло прием документов, и вот чудесным образом я оказалась в Одессе. Но в этом есть и свои плюсы, потому что на море я не была очень-очень долго, и сейчас я наконец-то увижу море. Вот оно, прекрасное Черное море. Немного не успела на рассвет, но все равно очень классно. Конечно же, мне хотелось сделать это видео более насыщенным и более полезным, но так как я еду одна с 2 собаками через кучу стран, и мне приходится решать по пути моего следования очень много разных технических вопросов, то снимать еще и видео было достаточно сложно. Поэтому начала нормально снимать я только ближе к середине видео. Ну, а начало мое было абсолютно обычным. Из Украины я выехала, мне нужно было проехать 600 километров до украинско-румынской границы. Дорога была абсолютно нормальная, и доехала до границы я без приключений. На самой границе я провела порядка 2,5 часов, и все прошло практически благополучно, кроме одного момента, который я хотела бы отметить, а это именно то, что румыны очень даже берут взятки в размере 50 евро. Они взяли с меня плату за то, чтобы провести моих собачек, которые были, хочу отметить, с полным пакетом документов для выезда, но так как у них не было ветеринарного врача на их погранпереходе, мне пришлось заплатить им вот такую небольшую мзду. Ну а дальше уже смотрите
что было в видео, мои небольшие путевые заметки. Только посмотрите, в какие прекрасные апартаменты мы заселились. Вот так. Собаки будут спать с комфортом на коврах. Как тебе, Афин? Я буду спать тоже на кровати. Огромный телек, холодильник, красивая кухня, стол. Какая красивая квартира, а? Боже мой. Только жрачки не положили. Сейчас я воду принесу вам. Ванна и туалет. Шикарно. Уточка уже лежит на белых кроватях. Вольтерик вообще без сил валяется. Сейчас надо будет покормить их, погулять и пожрать самой. Кухня вообще шикарная. Еще и машинка есть, и плита такая красивая, и кофеварка. А еще я обнаружила здесь кучу посуды, и здесь есть еда. А у меня еды как раз нету совсем. Я смогу сейчас сварить себе макарончики, и даже соль есть. Боже мой, какой хороший хозяин у этих апартаментов. Я ему поставлю 10 баллов на букинге. Я покидаю этот чудесный город Сучава, в котором я провела 2 ночи. И дальше я еду в Карпаты, в румынские Карпаты. Мне сейчас предстоит преодолеть 170 километров. Я думаю, что дальше будет дорога поинтереснее, более красивая, живописная. Мы выехали уже на дорожку горную, вот такая красивая, живописная. И идеально ровная. По ней машина едет, даже не слышно, нет постороннего шума в салоне. Тут уже открывается красивая панорама на горы. В принципе, это все напоминает украинские Карпаты и по архитектуре, ну и вообще по обстановке. Никак не засниму, здесь ездят лошадки на тележках, что-то возят люди. Вот, смотрите, это что? Паломничество? Или как это? С батюшкой и иконами. Или это похоронная процессия? Наверное, это похорона. Господи, а я снимаю. Пока я тут тащусь за фурой по этому серпантину последние 17 километров до места моего назначения, то, что я забронировала на букинге, хочу вам сказать, что дорога очень сложная по серпантину. Еще дождь пошел, тут не расслабишься. Это не по прямой тебе ехать. И дорога в 170 километров, казалось бы, это совсем фигня. Но у меня растянулась уже более чем на 3 часа, потому что еще надо было останавливаться, выгуливать собак. Ну, такое. Ночью я здесь, конечно же, ехать не хочу, потому что это будет нагрузка еще плюс x2. Уже хочется сюда ехать побыстрее, попить горячего чая и отдохнуть. Но зато очень красивые виды вокруг. Горы, которые окружены облаками. Это, конечно, сказочно. Потрясающий вид. Но насладиться им в полной мере, находясь за рулем, очень сложно. Уж тем более что-то снимать. Ну вот как-то так. Фура тащится 30 километров в час. Конечно, без нее я ехала чуть-чуть побыстрее. Зато хотя бы можно снять окружающие виды. Так красиво осенью. Здесь уже начинает желтеть листва. Но еще не до конца. Еще очень много зеленого. Так, в общем, сказочно. Еду я в поселок под названием Борша. И там я хочу провести 2 ночи. То есть сегодня ночь, завтра у меня целый свободный день без переезда. И на следующий день я буду выезжать уже в сторону
Венгрии. Ну и денечек завтра, не знаю, получится или нет, хотелось бы погулять по горам, потому что я очень давно хотела посетить Карпаты, тем более с собаками. Но как там с погодой мне повезет, не повезет, неизвестно. Но во всяком случае кругом уже красота. Вот такой у меня здесь домик. У меня один номер, но я живу здесь одна, поэтому двери не закрываю на кухню. И туда дальше уже горы. Но сегодня погода припоганейшая, дождь целый день. Там дальше вниз вот эта деревня, там, наверное, есть какие-то магазины. Есть чан. Барбекю зона. Качели. Все для відпочинку. Мистер. Афинка. Там моя комната, а здесь кухня. Сняла я вот такой номер с общей кухней. Там моя комнатушечка маленькая. Но в этом чудном номере не работает газовая плита. Видимо, закончился газ в баллоне. Ничего не происходит. Поэтому у меня походный вариант. Хорошо, что я с собой взяла горелку. И, кстати, спичка была одна. И вот эта вот газовая хрень, она, скорее всего, пуста. Видимо, давно здесь никто не жил. Вот такая вот богадельня. Немного пропустили закат. Но тут виды просто умопомрачительные. Горы сливаются с облаками, и непонятно, где кончаются горы и начинаются облака. Такая у меня система приготовления пищи, так как что какие-то проблемы здесь с газом. Но вот проблема в этой горелке такая, что если ставить чисто на эту железячку, то она гасит пламя. И вот я взяла вот эту железячку с плиты и вот такое соорудила. А здесь у меня варится гречка. Собаки довольны. Да, собаки? Вы довольны? Здесь хорошо, здесь вам нравится. Но я только встала, наконец-то я выспалась за эти, не знаю сколько дней, потому что до поездки не получалось нормально выспаться. Много дел было, и выезжать надо было рано, чтобы проехать 500 километров до границы, даже 600, и успеть до комендантского часа. Вот. Потом в тех апартаментах, в которых я останавливалась в Сучаве, почему-то мне плохо спалось. Там я не могла выспаться нормально. Ну и плюс еще дела, так что там тоже. Я в 3 легла, и, наверное, часа в 8 или в 9 я встала. Ну, в общем, для меня это маловато, особенно после дороги. И на следующий день меня всю ночь не давал спать Вольтерик, потому что я выходила раза 3 выпускать его посикать. А там нужно выйти из квартиры, закрыть ее, спуститься на лифте, дойти до зеленого участка. И все это 3 раза за ночь. Ну, такое. Сегодня, наконец-то, я отдохну. Ну и, конечно, как-то мало я снимаю. Я хотела сделать это видео таким более насыщенным. Но получается вот так, потому что слишком много сил уходит на решение вопросов, особенно на границе. Я обязательно расскажу про это в видео. Я думаю, когда я начну это видео, я уже сразу расскажу всю полезную информацию, а это будет уже так, лирика. Ничего у меня не вышло с моей задумкой. В общем, через несколько минут моя
система начала плавиться, потому что, видимо, железяка и высокая температура, большая кастрюля нагрели вот эту пластмассу. Короче, я так радовалась, но ни хрена не получилось. Пришлось пересыпать все вот сюда. Ну, тут уже почти все готово. Но придется готовить по отдельности. Все вот на этой штучке. Что вот так. Хотела еще кофе сварить и яички. Буду ждать теперь завтрака своего 100 лет. Зато такой салатик у меня получился. Вкусненький. 10 утра. Мы вышли на прогулку с собаками перед очередным отрезком в 500 километров. Сегодня такое туманное утро, но зато нет дождя. Такие красоты вокруг. Камушки. Собаки тут что-то вынюхивают. Гор не видно, там вообще-то на горизонте за елочками горы, но сегодня они скрыты облаками. Так хорошо хаски смотрится на фоне зеленой травы. Это так красиво. Кстати, здесь есть еще несколько хаски, которые не давали мне сегодня спать полночи. Сейчас я вам их засниму. А вот эта хасочка нам, наверное, не давала спать. Ну, вообще-то их здесь 3. Так что вот это и вот там впереди еще 2. Еще у нас возле домика протекает такая милая речушка горная. Всегда хотела жить в домике в таком, чтобы при этом был ручеек. Вот где я жила 2 ночи. Так, пока я тут проезжаю горные городки, давайте я посвящу вас в свой план на сегодня. На сегодня мы покидаем городок Порш, который мы ночевали 2 дня. И мне предстоит проехать 511 километров до Будапешта, до Венгрии. И у меня есть определенные опасения. Во-первых, мне нужно купить виньетку, не забыть посмотреть вообще, где ее покупать, или купить онлайн. А опасения у меня в основном за парковку, потому что в Будапеште только платные парковки. И цены там такие, что просто мама не горюй. За сутки получается чуть ли не 17 евро. Мне кажется, это очень дохрена. И вот как-то мне надо сделать так, чтобы я припарковалась, не заплатила кучу денег, не получила штраф, потому что, насколько я читаю отзывы, парковаться там можно, платить, точнее, за парковку можно наличными, мелочью. Это какое-то средневековье. Блин, какая мелочь, вы чего? Я бы с удовольствием платила картой. А теперь мне придется искать обменник, где-то эту мелочь искать. Короче, чувствую, геморрой будет еще тот, да еще и под конец пути. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Так что желайте мне удачи. Я сейчас еду прямо вдоль границы Румынии и Украины. Вот здесь вот слева получается Румыния, а вот там справа вдалеке виднеются такие домики отдаленные. Это уже Украина. А вот сейчас мы едем прямо вдоль реки Тиса, через которую сейчас очень много нелегально перебегают парни на румынскую сторону из Украины. Ну, ее не видно за зарослями, но если посмотреть по карте, она прям вот за этими ивами. Мы уехали в зону густого тумана. 20-30 метров видимости. Вообще ничего не видно. Ну, что могу сказать? Я приехала на границу Румынии и Венгрии. Заехала на заправку купить себе кофе. Купила электронную виньетку, которая стоит $21.92 за 10 дней. Там можно либо 1 день, либо 10. Нет такого, что там посуточно вы можете платить. Дурацкая система.
То есть, если вы транзитом едете, то окей, на 1 день платите. А если вы хотите остановиться, там 1 денечек в этой Венгрии побыть, будьте добры за 10 дней заплатить. Ну, такое. Дороже здесь стоит эта виньетка, чем в Румынии. Там она, по-моему, $15 стоила. Тоже на 10 дней. В общем, сейчас посмотрим, как здесь есть граница, какая-то проверка между странами или нету. Собаки вон уже измучились. Все измучились. Не знаю, можно ли здесь снимать или нет, но вот мы едем. Вот так вот. Это машина. А, вон там впереди нет, все-таки какой-то контроль тут есть. Вон там впереди какой-то контроль есть. Посмотрим, что мне скажет на этом контроле. Ну, минут 15 они пока наебились со мной. Хотя я уже заезжала, проходила границу Евросоюза, то здесь они мне еще решили раз проверку устроить. Посмотрели мою визу, посмотрели паспорта, документы на машину, освидку на проживание в Украине. Откатали мои пальчики, у них опять ничего не получалось с моими отпечатками пальцев, но пропустили. В общем, минут 15 это у меня заняло. Так что, если кто-то будет повторять мой маршрут, имейте в виду, что между Румынией и Венгрией есть граница с КПП, а не просто свободный проезд. Так что вот так. Посмотрим, как будет со Словакией и Польшей дальше. Но надеюсь, что там уже не будет. Но печать они никакие не поставили. Я сейчас посмотрела паспорт специально, так что это просто типа их контроль какой-то непонятный. Они у всех проверяют паспорта, но у меня они проверяли просто дольше из-за моего гражданства. А еще, кстати, пока не забыла, хорошая новость заключается в том, что виньетка нужна только на Румынию и Венгрию, а Словакия и Польша предоставляют гражданам Украины и автомобилям на украинских номерах бесплатный проезд по платным дорогам. И это не может не радовать, потому что 15 и 20 евро это капец, конечно, цены. И вот хочу сказать, что дороги здесь, хоть виньетка и дороже, а дороги здесь хуже, чем в Румынии. Во всяком случае, возле границы. Так что такие пироги. Вот, друзья, полюбуйтесь, это не стоит 22 евро за 10 дней. Вот такое. Все латками какими-то. Это вон в Украине бесплатно такие дороги есть. Так что я не знаю, зачем они берут деньги, за что точнее. В Румынии хотя бы были нормальные. Пока Венгрия разочаровывает меня своим приемом. Посмотрим, что будет дальше. В общем, что я могу сказать, друзья? Венгрия это дно. Пока я еду. Ну что это, дороги просто позор. Даже в Румынии такого не было. Чисто как в Украине. Наверное, здесь все деньги, которые на дороге предназначаются, они все крадутся, разворовываются. Вот тебе и европейская страна. А еще платные парковки в Будапеште. Если еще приедем в Будапешт, посмотрим, что там за платные парковки. Но пока я в Венгрии недовольна. Мне $22 за какие-то ямы. Платный автобан. И здесь можно ехать 130 км в час. Такие вот островки безопасности мы только что проехали для отдыха, где можно сходить в туалет. Здесь какой-то контроль скорости 100 максимум. Не знаю, давайте 100 сделаем. Так. А, там впереди дорожные работы. Понятно. Заехала на заправку на платной трассе. И, пожалуй, это лучшая заправка европейская, которую я пока встретила. Проехав через часть Румынии, вот часть Венгрии. И это оставило приятное впечатление, потому что там можно поесть, сходить в туалет. За дополнительную плату там можно сходить в душ. Там есть бургеры, и есть сэндвичи, есть хот-доги, там еще какие-то сладкие пончики, пирожки. То есть выбор еды хоть какой-то
ну, более-менее побольше, чем на тех заправках, которые я видела. Плюс здесь есть зеленая территория немножко, здесь можно пройтись с собаками. Ну, парковка, отдохнуть, выкинуть мусор, все окей. Так что этому месту ставим палец вверх. Немножечко подсниму. Вот там парковка, зона отдыха, там фуры стоят, там, наверное, можно даже подремать. Вот это сама заправка. И мы с вами уже делаем выезд отсюда. На той стороне точно такая же заправка, все то же самое. Здесь есть нормальная полоса разгона. И, кстати, 20 литров бензина 95-го стоит здесь $35. Вот такая вот цена за бензин здесь.